Когда мы слышим «Османская империя», то первое, что приходит на ум, это величайшее и сильное государство, которое правило на протяжении 6 столетий. Султаны, чьи имена мы вспоминаем при этом, это Фатих Султан Мехмед, Явуз Султан Селим, Сулейман Великолепный. Мало у кого в голове возникает образ султана Ибрагима. А почему? Ведь история его правления – это 8 лет царствования, столько же, как, например, у отца или сына Сулеймана Кануни. История султана Ибрагима трагична, с одной стороны. С другой стороны, часто говорят, что она комична, но это вряд ли. Из рассказанных мною ранее историй об этом падишахе зрители уже знакомы с поведением сына Кесем Султан, который долгое время сидел в клетке. Все они неоднозначны и, возможно, полны легенд. Однако, сегодня я расскажу еще одну историю, которая стала предметом обсуждений на протяжении не одного десятилетия. Как уверяет большинство историков, она правдива. Итак, во времена правления султана Ибрагима у власти стояло много разных людей. В том числе ему служили Ипшир Мустафа Паша и Али Паша. Оба паши занимали разные должности как при дворе, так и в отдаленных провинциях. Однажды Ипшир Мустафа Паша женился. И все бы ничего, но только вот в жены он выбрал женщину невиданной красоты, грузинского происхождения, из княжеского рода. Слухи об этой красавице непременно дошли до ушей султана Ибрагима, и он приказал Али Паше доставить Перихан Хатун, именно так звали девушку, к нему в гарем. Когда Али Паша получил приказ привести в гарем чужую жену, то сказал: «Что за дурость? Как я могу передать жену мусульманина другому мусульманину? Пусть даже это будет сам султан. Я не сводник». В свою очередь, Ипшир Мустафа Паша был крайне взбешен такой просьбой султана, но чтобы не гневить правителя, вместо жены отправил к нему в гарем другую красивую девушку, младшую сестру Перихан, Джихан Хатун. Когда визири представили Джихан Ибрагиму, тот сначала расстроился, но, взглянув на нее, был сражен красотой. Девушка Ибрагиму очень понравилась, и через совсем короткое время он забыл про Перихан. Для новой наложницы Джихан сразу же были выделены отдельные покои, и султан возвел ее в статус своих фавориток. Вскоре Джихан стала любимой наложницей и вела себя во дворце как королева. Ибрагим не скупился на дорогие подарки для своей новой возлюбленной, одевая ее в самые красивые платья и одаривая дорогими украшениями. На протяжении совсем короткого времени Джихан умудрилась родить падишаху 2 детей и совсем зазвездила. Начала смотреть на всех свысока, отдавала приказы так, как будто она Валиде Султан. Вокруг Джихан было ее немалое и преданное окружение, и эта банда начала строить планы против Турхан-Султан, матери будущего султана. Но вскоре Ибрагим был свергнут и убит, а Турхан за все расплатилась с любимицей султана. Как только сын Турхан занял трон, она с треском выгнала Джихан и все ее окружение, отправив в Старый дворец. Там и закончила свои дни эта красавица. А как же сложилась судьба самой красивой женщины – Перихан Хатун? Девушке удалось отстоять свою честь и достоинство, однако ее конец не был радостным. Через какое-то время Кесем Султан вновь захотела повлиять на власть в империи. Она пошла по протоптанной дорожке, которую хорошо знала. Кесем предложила Ипширу Мустафе Паше жениться на ее дочери Айше. Тут, в силу своих политических амбиций, согласился на этот брак. Но, как мы знаем, по законам Османской империи, для женитьбы на дочерях султана каждый обязан был развестись со своей женой. Брак между Мустафой и Перихан был расторгнут. Паша женился на Айше Султан, бывшей жене. Мустафа прикупил поместье подальше от Стамбула, где она и закончила свои одинокие дни. А на сегодня все. Не пропускайте главное. Подписывайтесь на канал и посещайте вкладку сообщества, чтобы узнавать про Османскую империю то, что остается за кадром наших видео.